А ты уверен, что это была хорошая идея дать Шэдоу новую игрушку? Ладно, пускай играется. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы по яйцам смерти не лазила. Эх, хороший денек Наклз подобрал для выходного. Пока он чистит свой королевский изумруд, мы можем отдохнуть на берегу моря. Не думаю, что он будет его так долго мыть. Эй, Теус, вода убывает. Значит, Накл закончил мытье своего драгоценного изумруда. Остров поднимается в небо. Эй, нигер, вылезай, остров тебя ждать не будет. Эй, вы там, наверху, помочь не хотите? Ну что, может помочь ему? Ладно, кинь ему изумруд, пусть чай телепортанется. Ловлю. Так, ладно, Шэдоу, думай. Можно было бы попробовать использовать доску, как рычаг, чтобы подкинуть меня вверх. Или воспользоваться силой Архимеда, чтобы вытолкнуть меня из воды с большой скоростью. Все проще, чем нырять на дно океана и искать этот проклятый изумруд. Эй, Шэдоу, Чего тебе? остров снова опускается, отплыви подальше. Чего? Остров, блин, опускается, отплыви подальше, а не то он грохнется тебе на голову. Чё? Я ни черта не слышу. Оу, это что, остров приближается? Вот дерьмо. Ну что, как он? Хо-хо, да в эту дырку свободно пройдет мой кулак. Все, конечно, прескверно, но сделаю все, что смогу. Хоть я не особо в медицине. Да? А он после этого сможет сидеть? Возможно, и нет. Неважно. Принеси мне из леса лист подорожника. Окей. А как выглядит подорожник? Ох, да этой дряни в лесу столько, что первое, за что ты зацепишься, и будет подорожником. Лады, понял. И что это? Подорожник? Нет, это не подорожник. Подорожник крупнее и имеет только сплошные листья. Ладно. Что за... Ох, сиди здесь, я сам пойду. Встань вот сюда. Прррр, стой! Развернись. Оставайся здесь и следи за Шэдоу. Существует вероятность, крайне малая, что у него пойдет пена изо рта. В этом случае аккуратно поверни его голову на бок, вытри пену, прочисти ему морду чистым песком и убедись, что у него хотя бы есть пульс. Понял? Ладно, я пошел. И сними эту штуку с головы.
Соник! Знаешь, если бы не здоровенная дыра в его голове, я бы ему сейчас завидовал. Ладно, признаю свою врачебную ошибку. Такое я просто так не исправлю. Ему необходима хотя бы какая-нибудь медицинская помощь прямо сейчас. Я бы на твоем месте за него так уж сильно не волновался. У него ж, регенерация, просто бешеная. Через месяц уже все пройдет. Так, Соник, мне нужна твоя помощь. Нам надо сделать получше носилки из больших листьев подорожника, обеззаразить рану стволом подорожника, обработать ее зеленкой из подорожника, прочистить смесью едида подорожника, потом нанести сетку из подорожниковых чернил и перевязать бинтами из подорожника. Когда очнется, дадим ему подорожниковую скорбинку. Тебе нужен подорожник? Нет, мне нужен другой ассистент. Бегом! Знаешь, никогда бы не подумал, что скажу это, но Шэдоу весит гораздо больше, чем говорит. А ты бы еще через Гидрогород предложил его тащить. До берега отсюда 100 метров. Какого черта тебя потянуло вглубь джунглей? Я всего лишь хотел собрать побольше подорожника, чтобы сделать из него мумию. Ты что, не закрыл дверь? Ну да, я же первый вышел. Как раз таки нет, потому что первым вышел я. Ну да, но я тебя так быстро обогнал, что можно считать, что ты вышел последним. Болван! Сколько раз тебе повторять, что опасно оставлять дверь открытой, кто-нибудь может попасть внутрь. Думаю, что кто-то уже смог это сделать. Эгман! Ну сейчас я его. Эгман. Конечно же, кому же еще может сбрести в голову копаться по моим архивам? Тебя тут быть не должно. Нет, слишком рано. Был взрыв? Это то, на что я надеюсь? Да, Соник, Эгман у нас в гостях. Беги на улицу, лови его с той стороны. Круто! Черт побери, почему я никогда не могу тебя догнать? По той же причине, по которой ты не умеешь стрелять огненными шарами. Треклятый игромех. Эй, я еще не впечатлен. Да? А как насчет этого? Мое новейшее творение Эгдробити раздробит все твои кости. Эх, Эгман, неужели ты еще не научился? Не используй в опорах тонкие... Гляди-ка, исправился. Однако еще у соединений не должно быть хрупких. А ты учишься строить роботов, не так ли? Всю жизнь учусь, и этот робот не имеет никаких уязвимостей. Да ладно тебе, Пузан, полно врать. У каждой машины есть слабое место. Что ж, ты меня подловил. У этой машины есть слабое место, и вот оно. Урок 3. Не сообщай своему врагу о своих Это бесполезно. Щиты питаются от изумрудов, которые находятся внутри барьеров. Умно. Есть мысли? Конечно. Отвлеки его, я кое-что принесу. Круто, погнали. Эй, болванчик, дуй за мной. Не пойду, ты можешь завести меня в ловушку. Ну тогда постреляй в меня чем-нибудь. Почему бы и нет? Что плохого может произойти? Попал. Нет, не попал. Поливать все огнем. Эй, а он где? Уху! Подлога на месте, Соник, лови! Рискованно, но просто. Эй, Эгман. Что? Я здесь. Эгман, угадай, что у меня есть. Без понятия, мозга у тебя точно нет. А вот и неправильный ответ.
твой жалкий изумруд не поможет тебе победить мои 6. Допустим. Но ты прекрасно знаешь, что когда 7 изумрудов хаоса оказываются слишком близко друг к другу, то уровень эпичности повышается в 7 раз. Урок окончен. Черт бы тебя побрал. Ух ты, что это у тебя на руке? Что? Твою ж... Дай сюда мою перчатку. Проклятые животные. Если бы не эта станция, все было бы по-другому. Какая станция? Теос, о чем он говорит? Я знаю только одну станцию, но она давно плавает на орбите, сверкая своими внутренностями на рассвете. Ладно, было весело, но пора домой. Ты понял, что он искал? Боюсь, что точно не могу сказать, но он смотрел что-то среди разработок за 2012 год и планы лаборатории в химзаводе. Как странно. И, кстати, напомни мне сделать для Shadow еще один изумруд. Почему не дать ему настоящий? Ну уж нет. Эй, Теос, Да-да, чего тебе? будешь чай? Что? Это точно чай? Ну, может быть, это и не совсем чай. О, да ладно. Я не верю, что ты снова начал пить. Ведь это именно ты заставил нас бросить эту дрянь не так уж давно. Ты повел нас за собой, и я не позволю тебе снова упасть в эту бездонную пропасть. Выбрось ее немедленно. Вот так. Чтобы я этого больше не видел. Нечем заняться? Делай то же, что и я. А что ты делаешь? Читаю. А, ясно. А что читаешь? Всеобщая история Земли. Земля. Это родной мир Эгмана, что ли? На самом деле это планета, не совсем мир. Но ты угадал, доктор оттуда. И что, интересно там? По сути, да. Но я вот не понимаю, почему мне нравится коммунизм. Лично меня такой расклад, когда все равны, вполне устраивает. Ну, я не знаю. Если все равны, то в случае, когда необходимо отнести куда-то тяжелый ящик, возникает вопрос, кому нести? Ха-ха-ха, как смешно и актуально. Хорошо, что тебя больше никто не слышал. Опа-на, что это там? Жестоко убитый бадник со зловещим посланием. Что там такое? Оу, ничего особенного. Оу, знаешь, что-то мне внезапно захотелось побывать в первом секторе, побегать по нему, поностальгировать. Там точно нет ничего, что мне надо знать? Да нет, для тебя точно ничего, погнали. С каждым разом мне все тяжелее делать вид, что я ничего не видел. Вижу хорошее место для посадки. Давай, пикируй туда свою бурю. Мне одному кажется, что что-то не так. Чел, ты тоже это видишь? Боюсь, что да. Что тут произошло? От деревьев остались одни пни, тотемы повалены, а трава выжжена подозрительно ровными блоками. Я бы сказал, что это похоже на следы испытаний какого-то нового оружия. Думаешь, спустя столько времени доктор снова в деле? Не знаю, это не выглядит безопасным. Надеюсь, что он объявится. Ладно, погнали в мраморную зону, я тебе кое-что покажу. Не хотелось бы оставлять бурю без присмотра, но оставить без присмотра этого балбеса еще опаснее. Ну давай, запрыгивай. Итак, куда мы двигаемся? Помнишь, я недавно брал у тебя бурю? Ну, помню. Я летал сюда.
Искал одно место, особое место. Ну и что это за место? Я нашел самую высокую точку зоны. Точку, из которой открывается вид на весь мраморный дворец. О, наверняка это крутой вид. Еще какой крутой. Приготовься. Да-да! И что, эти руины и есть твой великолепный замок? Да нет же, Теус, он был здесь. Соник, замок не может пропасть. Но ведь... Скажи мне, на вершине чего мы сейчас стоим? Северо-восточная башня. Смотри, отсюда можно увидеть границу с другими зонами. Ладно, все ясно. Тебе снова все приснилось. Идем дальше, тут ничего интересного нет. Ничего мне не приснилось. Здесь реально был прекрасный вид. Эй, Соник! Не тормози, чувак. Что за этим проходом? Проходом? Но ведь тут не было прохода. Однако я вижу, что он есть. Да нет, Теос, его здесь никогда не было. Я точно помню это, потому что полчаса искал обходной путь, пока не понял, что смогу допрыгнуть до верха. Ну не знаю. Судя по ржавым обугленностям, эта стена была пробита очень давно. Я был здесь месяц назад, и ничего тут не было. Сколько ты выпил этого своего чая? Да не так уж и много. Тогда с тобой все ясно. А вот это уже интересней. У меня тут чертежи, бумаги, всякая дрянь. Ты лучше полюбуйся на это. Это общий план зоны? Похоже на то. А это, наверное, конструкторская документация, идущая вместе с планом. Какой очень странный план, я ничего такого раньше не видел. Скажи мне, когда ты тут был в первый раз, у тебя голова не болела? Да вроде нет, а должна была? Вся зона заражена радиацией, очень сильной. Ее уровень практически пропал, но тогда она окружала большую длинную штуковину в центре. Я не помню большой длинной штуковины в центре. Значит, радиация все-таки была. Да ладно тебе. Даже не знаю, что меня в тебе привлекло. Особой красотой ты не блещешь, умом тем более. Твой юмор плоский, а поведение просто отвратительно. И правда, я самый обычный, никакой. Вон, Эгман вообще гений, а если усы больше отрастит, красавец будет. Ты знаешь, сколько я ждала этого? Знаешь, сколько нервов я потратила на это? Нет, после того, как ты посмел вероломно вторгнуться в мое сердце, я не позволю тебе просто так взять и уйти. Эми, ты это, поспокойнее, ага, мы можем разобраться без тяжелых инструментов. Как раз таки нет, Соник. Ты не просто проигнорировал мое приглашение на свидание, ты еще и сбежал вместе со своим дружком Тейлзом. Если бы я не знала тебя, могла бы подумать весьма мерзкие вещи. Нет, боюсь, что все не настолько плохо. Мы с тобой не пара, потому что... Ты меня сильно разочаровал и огорчил. Теперь еще и разозлил. А ты знаешь, что бывает, если меня разозлить. Ты впадаешь в кровавую ярость и начинаешь крушить все вокруг, как Наклз? Именно. Держись, дружище, я сейчас помогу. Вот молодец, Руби. Даже не старайся, дорогой, это бесполезно. Долгие годы, потраченные на гонку за тобой, были не зря. В ходе долгих тренировок я стала быстрой, как ты. Сильной, как ты. И даже ловкой, как ты. Ты ведешь себя совсем неподобающе. Извини, но мне придется тебя научить. Твоими же методами. Что ты сделал с моим молотом? Что за... Если ты сейчас же... Эми!
Что ты со мной сделал? Что бы это ни было, Соник, мы с тобой еще встретимся. На небесах или где еще там. Ты будешь моим, будешь. Эй, чувак, ты в порядке? Что это, блин, было? Как по мне, прекрасное лазерное шоу. Эдмон хорошо постарался над этой голограммой. Теус, это была настоящая Эми. Настоящая! Да? Ну и как тогда ты объяснишь этот белый свет, распыление и все такое? Я не знаю. Ладно, закончим наше путешествие по злополучному первому сектору и вернемся домой. Вставай, пошли. Не может быть. Не может быть. Не может быть. Эй, дыркорукий, как дела? Ужасно. Ой, да хорош жаловаться. Пошли прошагнемся по твоему любимому первому сектору. Вспомнишь молодость. Теус, отвали от меня, у меня депрессия! Черт побери, ты сейчас так был похож на Эми. Уй, не напоминай мне о ней. Да ладно тебе, разволновался он. Ты ж сам раньше говорил, всего лишь Эми. Всего лишь Эми. Тебе легко говорить. Ты никогда никого не убивал. Ну это еще как сказать. Все, проехали с этим. Немедленно вставай, вытри сопли, одень колготки, сделай вид, что ты мужик, и иди, черт побери, в коридор, где тебя уже полчаса ждет Шэдоу. Не надо на меня кричать. Рад видеть тебя в целости и сохранности. Ты не смог угробить себя за столько-то времени. Ценю твой сарказм. Сам знаешь, что меня не так легко убить. Даже для меня самого. Я в порядке, но вижу, что сейчас больше страдаешь ты. Ну да, есть такое. Моя рука все еще кровоточит по ночам, а душа стонет от несправедливости этого мира. Иногда я вспоминаю те деньки, когда у меня не было дырки в руке. И я благодарю за это тебя, товарищ. Черт, я думал, мы с этим уже разобрались. А мы и разобрались. Я просто не могу упустить момент, чтобы не поплакаться на тему своей горькой судьбы. И ввиду того, что ты внес в нее свой немалый вклад, я хочу, чтобы ты либо начал говорить, зачем ты здесь, либо свалил, пока я не пожалел, что вытащил тебя тогда на берег. Он говорит, что у него есть информация о твоей жене. Так, я сваливаю. Стой, это не только об Эми. После вашего визита в первый сектор, Эми действительно больше никто не видел. Черт побери, я же говорил тебе, что это была настоящая Эми. Тихо, Соник. Так вот, пару дней назад я встретился с Руж, чтобы помочь ей в расследовании. Она прислала мне записку, в которой просила меня вчера встретить ее в зоне мистических пещер, чтобы поделиться чем-то важным. И ее не было. На Руш это не похоже. Она та еще прохвостка, но... Ты хочешь сказать, что она тоже пропала? Именно. Я хочу, чтобы вы помогли мне прочесать второй сектор. Я чувствую, что здесь замешано что-то серьезное. И если это так, то надо разобраться во всем как можно скорее. Эх, ты приходишь и говоришь: «Соник, помоги мне найти Руж». Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратиться ко мне, красавчик. Нет, ты приходишь ко мне в день моей депрессии и просишь меня лазить по прогнившим подземельям второго сектора. Да пошел ты, Соник. И то верно. Погнали, я ведь обожаю лазить по прогнившим подземельям второго сектора. А ты, Тейлз? Я сейчас не хотел бы никуда ввязываться. Особенно, когда у этого балбеса депрессия. Уже лучше я останусь здесь и постараюсь навести кое-какие справки. Может, и найду чего. Спасибо и на этом. Мы можем уже идти. Надо идти быстрее, пока депрессия не закончилась. Уже сожалею об этом. Ау. Сосредоточься. Нам надо осмотреть как можно большую часть второго сектора. Может быть, Руж могла оставить какие-нибудь следы, которые помогут нам найти ее. Я исследую высокогорье, океан и метрополис. Ты все остальное. Наверняка разделяться слишком опасно. Еще не хватало нам потерять друг друга. Будем держаться вместе и смотреть в оба. Вот теперь у меня точно депрессия. Скажи хотя бы, что нам стоит искать. Все, что может навести на след Руж. Нет, ну это я понял, а что именно? Может, она обронила сумочку, или от нее отвалился цифровой жучок? Черт побери, Соник, будь серьезнее. Наши девушки пропадают без причины, и ты видишь в этом что-то смешное? Неужели тебя ничуть не волнует пропажа собственной жены? Ну, я еще не определюсь с тем, рад я этому или нет. Она преследовала меня всю жизнь, выкидывая всякое. Я не знаю, теперь без нее... Но по Эгману я больше скучаю. Какой же ты... Я тебя не понимаю. Ты правда, что ли, можешь пожертвовать кем-то ради того, чтобы твой толстый клоун продолжал тебя развлекать? Смотря кем пожертвовать. Тейлза и Наклза я не дам в обиду, это точно. Остальные... В зависимости от того, смогут ли развлекать меня они. Давно пора тебе понять, что жизнь не состоит только из игр. Я никогда не мог играть.
Всю мою жизнь меня преследовал Эггман, чтобы разобрать на части. За ним последовал Хаос, пытающийся захватить мой разум. Когда объявились они оба, мне пришлось сделать нелегкий выбор, от которого зависело немало жизней, в том числе и твоя. Угу, ты прострелил мне руку. Ты просто невыносим. Я-то невыносим. Это же ты постоянно ходишь с такой мрачной гримасой, будто говоришь, меня все обижают. Извини, что я не являюсь слепым оптимистом типа тебя. Тебе меня не понять. Ты никогда не знал гонений, которые преследовали меня всю жизнь. Я только сейчас осознал, что алкашом ты мне нравился больше. Вот мы и почти на месте. Мы обыскали весь остров, поэтому если мы и можем найти что-то, то только здесь. Почему Руш выбрала именно это место для встречи? Ненавижу эту зону. Тут мрачно и грустно. Напоминает тебя. Спасибо за откровение. Я тебе это припомню. Чш. Ты это тоже слышал? Ты про сдвиг земельных пластов? Это частое явление в пещерах. Давай вылезай. Не хочу задерживаться. Мне здесь не по себе. Смотри, что там. Смотри, знак на плите, такой же, как на руке Эггмана. Мне не нравится это место. Оно такое угнетающее, как будто кто-то специально создал его, чтобы его никто никогда не нашел. Но мы его нашли. Именно это мне и не нравится. Я никогда не видел ничего подобного. Эти штуки странные. Наверняка именно их Руш и хотела тебе показать. Думаешь, это связано с исчезновениями? Может да, а может нет. Возможно, мы влезаем в тайну куда более страшную, чем просто пропажа девчонок. Я, пожалуй, попытаюсь сам изучить их получше. Может, что-нибудь узнаю. Спасибо тебе за помощь. Тебя вернуть домой? Ага, было бы неплохо. Неохота плыть через весь океан для того, чтобы не добраться до летающего острова. О, вы уже вернулись? Ну что, нашли, что искали? Обыскали весь второй сектор и нашли только какую-то впадину под мистическими пещерами. Там были каменные плиты с крестами наверху. На них был выточен символ, точно такой же, как у Эггмана на руке. Это очень интересно, но ни о чем не говорит. Но я вот о чем подумал. Нам надо узнать, кто видел вашу Руш последним. Я видел ее позавчера утром в зоне высоких холмов. Оу, а я видел ее вчера недалеко от границы гидрогорода. Что? Ты видел ее вчера? Ну да, я думал, что найду Эйми в гидрогороде. Хотел убедиться в том, что я ее не убил. Но налетел на Руш возле восточного выхода на поверхность. Мы с ней столкнулись, и я упал в воду. Она улетела. Я хотел ее догнать, но понял, что мне пофиг. Значит, ты видел ее в последний раз. Проклятие. От этого никакого толку. Все потеряно. Мы ее не найдем. Да ладно тебе, не печалься. Она никуда не денется, мы найдем ее. Черт побери! Еще один! Невероятно! Теус. Отойди! Не прикасайся ко мне! Я не знаю, что с тобой такое, но все, чего ты касаешься, исчезает. Хочешь, чтобы я отпилил себе руку? Нет, просто ничего не трогай. Это может быть какое-то проклятие. Эй, парни, алло, эта штука работает? Да, Наклз, мы тебя слышим. Что такое? Тут творится что-то неладное. Эггман поднял в воздух свою каракатицу и явно намеревается смыться с острова. Это не может быть простым совпадением. Эггман явно вовлечен во все это. Тащите свои задницы к пику вулкана. Я слежу за толстяком оттуда. Быстрее, к буре! Догоним паршица и узнаем, что он затевает на этот раз. Только постарайся ничего не касаться, ладно? Разве что лысины Эггмана. Восстаньте, друзья, супротив угрозы. Давайте сражаться за честь, за жизнь. Неважно, что там впереди, преграды никогда не сломят нас, ведь мы теперь сильнее. Вновь настал наш звездный час. Восстаньте, друзья, против угрозы. Мы будем сражаться за мир до конца.
Вижу Наклза на вершине вулкана. Пикируем. Ага, снижаемся. Давай перчатку. Хей, народ, чё, как дела? Я нашел способ дезинтегрировать пустые бутылки, а Соник распыляет все, к чему прикасается. Весело тут у вас. Что? Не парься, я в особой перчатке. Как видишь, с тобой ничего не случилось. По крайней мере, пока. Эта шляпа все еще с тобой? Я думал, Эгман уж давно ее свистнул. Да ну тебя. Так, все, оба заткнулись. Теперь Наклз откнулся и рассказал нам, что происходит. Да я и сам не особо понимаю, что происходит. Просто Эгман поднял батарею в воздух и нарезает круги вокруг заснеженного пика. Пытается привлечь наше внимание? Без понятия. Если он что-то замыслил, то это по стандарту не может быть хорошим. Значит, мы направляемся к летающей батарее. Цель в пределах видимости. По курсу перехватчики. Маневр уклонения. Больше перехватчиков. Ну что ж, фиксация, выстрел, профит. Стандартная процедура. Это все, что у него есть? Это слишком по-читерски использовать наводящиеся снаряды. Но, видать, не с его стороны. Вот это было круто. Жаль, мы ее уже догнали. Все только начинается. Пора размяться. Не теряем бдительности, парни. Все что угодно может начать стрелять в нас. Например, это. Эй, шляпник, а ну-ка подбрось меня. Как скажешь. А теперь ты меня. Закончились боеприпасы? Он решил впустить нас. Тейлз, твой проект Мэтт готов? Как хорошо, что ты о нем вспомнил. Войдем красиво и с пафосом. Вот это по-нашему. Зажжем! Черт, это было офигенно! Как ты до этого додумался? Ну, я увидел, что Эгман сделал со своей крылатой крепостью и не смог из плагиатить что-то свое. Да ты же чертов гений, Тейлз! Особо зачистить вон ту платформу, быстро и пафосно. Ха! С Мэттом мы сейчас разнесем это место по пикселям. Держитесь. Тейлз, ты просто красавчик. Да ладно, надо же было себя чем-то занять. Когда мы уже долетим до первой палубы? Движки на полной скорости. Скоро долетим. Какая же она огромная, эта батарея! Она большая только снаружи, внутри она меньше. Я бы не сказал, что она такая маленькая внутри. Короче, она большая и внутри, и снаружи. Она тупо большая. Гигантомания Эгмана на лицо. Эй, Тейлз, а тебе не стоит ли сосредоточиться, например, на дороге? Мне вот не прикалывают вот те хрени. О, упс, задумался. Делаем бочку. Итак, вам удалось добраться до конца уровня. Вы не особо-то и сопротивлялись. Тогда, думаю, пора начать. Что ж, это выглядит внушительно. Сейчас вы увидите, на что способен этот шедевр. Как насчет внезапного подавляющего огня из пулемета? Не может быть! Ты не мог увернуться от пулеметного огня на подавление!
Ладно, к черту все. Посмотрим, как ты справишься с ракетой. Воу, Теус, большая ракета приближается. Надо бы ее сбить. Эй, Рыжик, не спи. Патроны что ли кончились? Мне не нужны патроны. Похоже, Накус выбыл из игры. Пусть отдохнет и подумает над своим поведением. Я вам сегодня отдохнуть не дам. Узрите достояние моего арсенала. Нестабильная рука-бомба. Что ты наделал? Моя прекрасная рука-бомба! Я знаю, что заставит тебя раскаяться. Еще один шквал из пулемета. Как ты смеешь прерывать мой прекрасный шквал? Пора тебя проучить. С помощью... Эй, спорим на Щелбан, он сейчас выстрелит ракетой. Да ладно, не такой уж он и предсказуемый. большой ракеты. Ага, что я говорил? Ну что ж, держи свой заслуженный щелбан. Ай-яй-яй. Остались только двое. Ты и твоя смерть. Ибовая крутая рука-бомба! Ну все, вот теперь ты попал. Серьезно попал. Настолько серьезно, что разозлил меня. Бойся меня, ибо я покажу тебе мою ярость с помощью уникальнейшего оружия в мире. Тебе никогда больше не обмануть меня хитрой тактикой, ибо твоя смерть идет. Она будет ждать тебя за углом, терпеливо выискивая нужный момент для удара. Она уничтожит тебя тогда, когда ты меньше всего этого ожидаешь. Ты перебил меня! Игра окончена. А у меня есть продолжение. Ну что, здоровяк, упустил его? Это еще не конец! Вам очень сильно повезло оказаться именно в отсеке переработки. Знаете, чем он примечателен? Помимо того, что в нем мы перерабатываем отходы для переплавки, он может очень легко отделяться от станции для сброса массы. Так, вот последняя мысль мне не понравилась. Так, и вот это мне тоже не нравится. Эй, Теус, ты зачем это... Теус, я тебя обожаю. Нет, правда, в наиболее корректном смысле этого слова. Какая теперь разница? Батарея улетела. Это было впечатляюще, но Эгмана мы все же упустили. Но буря ведь уже... Буря уже никуда не полетит. Ее обломки усеяли все как минимум в радиусе 3 зон. Ну, тогда я не знаю. Давай полетим хоть на тебе, Теус. Теус? Теус! Нам надо лететь. Придумай что-нибудь. Видишь плоское длинное крыло самолета? Видишь склон с подъемом в конце? Видишь крепость, пролетающую на небольшой высоте мимо этого склона? Я думал, ты никогда этого не предложишь.
Ах, это был отвратительный бросок, Наклз. Еще бы чуть-чуть и... Соник! Ох, Теус, что с тобой? О нет, он ведь не... Ты его коснулся. Но я же ведь и тебя коснулся. Почему ты в порядке? Я не знаю, может быть, ты тут и ни при чем, но факт остается фактом. Мы потеряли Наклза. Это не просто совпадение. Чем ближе мы подбираемся к Эгману, тем меньше он сопротивляется. Но с каждой попыткой он уничтожает одного из нас. У нас нет другого выхода, кроме как продолжать преследовать его. До самого космоса. Докладывай. Генераторы перестроены на максимальную производительность. Машина готова к последнему эксперименту. Приступить немедленно. Но, доктор, нагрузка на машину и так сильна, ей необходимо дать время для... Ты совсем отупел или только начинаешь? Я приказал начинать немедленно. Я не советую спешить, доктор. Времени у нас предостаточно. А вот если машина выйдет из строя, это очень чревато последствиями. Нам придется пойти на риск. Все или ничего. Проваливай, пока не переплавлю тебя в ночной горшок. Доктор, на всякий случай я пересмотрел приоритет протокола «Чистый лист». Я считаю весьма необходимо его разработать. Да, конечно. Лети давай. Мне не нужен твой чистый лист. Мой план не даст сбой. И все же, если что-нибудь произойдет, нам будет необходима возможность вернуться к точке начала. Я примусь за разработку протокола с первым приоритетом. Брысь, паршивец. Не смей сомневаться в моем плане. Я сомневаюсь не в плане, а в его адекватности. Никто не смеет сомневаться в моем плане, ибо он идеален. И когда я закончу свою работу, мир не заметит, как стал моим. Я думал, яйцу смерти настал кирдык. Как видишь, оно целее всех нас. Оно выглядит как-то немного иначе. Как-то он его восстановил, и нам необходимо на него попасть. Но как ты собираешься до него добираться? Батарея улетела в космос, а буря не предназначена для полета вне планеты, уже не говоря о том, что ей настал трындец. У меня есть один план. Он мне не нравится, но больше мне пока ничего нет. Лады, хоть что-то. И что же мы собираемся делать? Нам нужно вернуться домой. Может, мне удастся по-быстрому сделать еще один самолет или придумать что-нибудь адекватное. Ну что ж, тогда погнали. Это что происходит? Землетрясение не локальное, оно по всему острову. Похоже, что остров опускается. Ну конечно же. Как только пропал Наклз, Эгман сразу же прибрал к своим рукам королевский изумруд. Или уничтожил его. Землетрясение усиливается. Это не к добру. Надо сваливать отсюда и поскорее. Сама земля уходит из-под ног. Ты прав как никогда, Тейлс, потому что все это мне тоже совсем не нравится. Тряска все усиливается. Весь остров содрогается. Тогда нам стоит ускориться и добраться до границы. Я никогда не видел на острове такого сильного землетрясения. Как будто остров направляется куда-то. Насильно. А Эгман управляет им? Я даже не знаю, что и думать. Это все слишком странно. Что ж, я думаю, что мы докопаемся до истины, когда закопаем Эгман. А вот это было внезапно. Я по-прежнему не понимаю принцип действия тебя на все вокруг.
Нет, вот это было уже совсем внезапно. Теос, гляди! Второй сектор совсем рядом. Мы приближаемся к нему. Остров ангелов летит прямо на второй сектор. Секунду, дай отдышаться. Ты в порядке, дружище? Ничего страшного, просто я столько не бегал с 94 года. Лететь можешь? Да, могу. Все нормально. Запрыгивай, у нас мало времени. Остров ангелов. Наш дом. Все погибло. Целый континент уничтожен. И еще один лежит в руинах. Эгману придется ответить за все. Я не уверен, что он на такое способен. Но все же, если это он, то да, ему придется ответить. Это уже слишком. Эй, Теос, дружище, ты в порядке? Доктор Эгман, доктор Эгман. Сколько, черт побери, раз я говорил тебе не называть меня так, сферическое ты ведро вне вакуума. Критическое состояние. Нагрузка на устройство превысила рассчитываемый предел на 12%. Ну и что? Подключи к ней 2 охладителя и пусть работает дальше. Доктор, это очень тревожно. Машина еще не была настолько перегружена. Зачем вы уничтожили остров ангелов? Остров? Я его не трогал. Я уничтожил королевский изумруд. Остров же сам упал. Причем весьма удачно. Но ведь, доктор, это именно то, чего не было в ваших расчетах. Последствия. Черту последствия. Я не могу остановиться на полпути из-за какой-то там угрозы вселенской структуре. Я почти достиг своей цели. Ты видишь это? Видишь, бесполезный ты кусок ржавого железа? Видишь, какую власть я имею над миром? Да, доктор, но почему вам просто не взять и не уничтожить Соника прямо сейчас? Вы же можете это сделать. О нет, я не позволю этому мерзавцу умереть так быстро и легко. Сперва я уничтожу его дух. Я сотру все, что у него осталось. А это не так уж и много. Я дам ему ложную надежду на победу. И только когда он, согласно законам жанра, преодолеет кучу испытаний, армию роботов и пару десятков боссов, чтобы оказаться здесь, тогда игра будет окончена. Для него. Я вас не понимаю. Действительно, зачем все усложнять, когда у вас наконец есть возможность устранить вашего злейшего врага нажатием одной кнопки? Вы действительно готовы рискнуть своим изобретением, планом, всем миром, чтобы только дать ему помучиться перед неизбежной смертью? Вали отсюда, разум 2 класса. Ты никогда не поймешь меня. На самом деле я разум 1 класса. Вот мы и здесь. Теос, дружище, ты как?
Чувак, не время спать. Да, чувак, выглядишь ты паршиво. Не, я в порядке. Хотя кого я обманываю, я не только паршиво выгляжу, я и чувствую себя не лучше. Тебе нужно немного передохнуть. Знаешь место, где поблизости можно укрыться на некоторое время? Ну, думаю, есть одно. Отлично. Пару часов передохнем и тогда подумаем, что нам делать. Знаешь, а тебе стоит реально почаще бегать со мной. Совсем растерял форму. Сидишь за своим компьютером круглые сутки в закрытом помещении. Нехорошо это. Соник, у меня уже год как нет компьютера. И это хорошо. Все, думаю, что я уже могу идти сам. Уже где-то часа 2 как могу. Что это за место? Я, кажется, никогда тут не был. Сейчас увидишь. Лучше помоги с этим завалом. Какое странное место. И очень пыльное. И очень много паутины. Напоминает мне о Джулиане. Черт, как же тут темно! Там неподалеку от тебя должен быть генератор. Дерни за веревку пару раз, он должен запуститься. Погоди, Теос, это что? Да, Соник, это мой родной дом. Это просто потрясно. Почему ты никогда не показывал его нам? Ну, это место слишком для меня дорого. Я провел здесь столько времени наедине с самим собой. Для меня это что-то вроде собственного храма. Только для меня одного. И тебя нисколько не смущало то, что твой храм слишком сильно похож на завод «Металлический разум»? Я даже не знаю. Я последний раз был много лет назад. Еще даже до того, как ты впервые показал мне этот завод. И я так полагаю, на это место ты наткнулся случайно, да? Ну, конечно. Я был такой молодой, впечатлительный. Занимался черти чем, лазил где попало. И тут на тебе. Чудесная пещера со всеми этими огоньками, колесами, штуками, которые показывают картинки. Я днями наблюдал за всем этим. А потом начал понимать, разбираться. Обнаружил в себе тягу к знаниям. И даже если это место когда-то принадлежало Эгману, то только за это я могу сказать ему спасибо. Ну что ж, какую-то пользу толстяк нам все-таки принес. Это да. И все это поможет нам его одолеть. Но сперва давай посмотрим на твою руку. Садись на тот стул. Ничего. А что ты ожидал увидеть? Черную метку, демонический знак, жало на цепи? Да если честно, что угодно. Может, ты все-таки поверишь в то, что я не виноват в том, что происходит вокруг? Я уже не знаю, во что мне верить. Верь в меня. Я ведь тебя никогда не подводил. Намеренно. Я терпеть не могу твой сарказм, но ты прав. Мы справимся. Мы вернем всех наших. Погнали. Я хочу кое-что тебе показать. До сих пор не знаю, как эти штуки работают. Не отставай. И спускайся аккуратнее, тут еще ступеньки.
Ступеньки! Ступеньки не смогут меня испугать. А вот побить могут. Итак, что такого важного ты хотел мне показать? Постарайся сдержать свой восторг. Обалдеть! Ты сам ее сделал? Конечно. Скучно стало, вот и решил отвлечься, смотреть что-нибудь небольшое. Правда? Нет, она была здесь, когда я нашел это место. Эх, а я ведь по глупости чуть не запустил ее. Хорошо, что он стартует не с большой красной кнопки. Это наш последний билет на яйцо смерти. Но сперва мне нужно убедиться, что этот билет все еще в состоянии летать. Я тогда сгоняю на поверхность, попробую найти чего-нибудь пожрать. Снаружи может быть небезопасно. Осмотри местность, прежде чем вылезать на поверхность. Осмотреть, прежде чем вылезти? Это как? Ах, да, секундочку. Воу, это еще что за штуковина? Вообще-то это перископ, но я назвал его подзор коробкой. И зачем он нужен? Просто смотри в него. Так ты будешь видеть то, что происходит на поверхности. Ой, что-то тут нифига не видно. Вот гадство. Наверное, заросло все и завалило. Ух, спасибо тебе, землетрясение, теперь лучше видно. Ох ты ж, ёшкин ёж, что же мне тут видно? Что там происходит? Из обломков острова вытекает лава. Кажется, она уже затопила акватические руины и через химзавод движется к нам. Что? Дай-ка мне глянуть. О нет. Черт побери. Вот теперь нам точно конец. Что ты увидел с другой стороны? Воду. Весь чертов остров опускается под воду. Она затапливает изумрудные холмы. И что нам теперь делать? Мы будем сражаться. Мы восстановим ракету и настигнем Эгмана, где бы он ни прятался. Похоже, они собрались запустить мою старую ракету. Думаю, у них это получится. Не стану помогать. Скоро он прибудет. И когда я наконец избавлюсь от него, я смогу направиться домой, на землю. Какого черта? Нет, не может быть! Ты что делаешь, негодяй? Немедленно верни его на место. Да-да, я и собирался это сделать. Ты прекрасно знаешь, что без него машина выйдет из-под контроля. Какого черта ты вообще трогал его? Я создал фиксированную модель мира для протокола «Чистый лист». У нас будет шанс вернуть все на свое место, если что-то пойдет не так. Успокойся ты, я не программировал тебя на истерике. Ничто в моем плане не пойдет не так. Уже идет не так. Доктор, вы теряете контроль над ситуацией. Последствиями. Посмотри вокруг. За столько лет я наконец добился своего. Этот мир мой. Все находится под моим контролем. Все в моей власти. Эксперименты в Зеленых холмах показали, на что я способен. Самые основы этого мира подчиняются мне. Захочу, уничтожу его. Захочу, изменю его. Захочу, уничтожу тебя. Да так, что не останется и следа. Будто никогда и не было. Без фиксатора все покатится к чертям. Еще раз выкинешь нечто подобное, точно отправлю на свалку. Неужели я желаю, чтобы появился Соник и остановил его? Но это уже невозможно. Его никому не остановить. Черт, энергоблок совсем заржавел. Надо бы заменить. Эх, понять бы еще какой тут разъем. Блин, придется замерять.
You spin me right round, baby, right round. Like a record, baby, round, 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 round. Соник, прекрати маяться фигней, иди сюда. Чем могу помочь? Принеси мне штангенциркуль. Мне нужно замерить энергоблок. Окей, сейчас будет. А где он у тебя лежит? Там, в дальнем шкафу, должен быть ящик на нижней полке. Посмотри там. Окей, сейчас найду. Это такая штука, похожая на раздвижной ключ, только с линейкой. То есть, как это не вернулся спросить, что это такое? Оу, а у него он желтый. Штанген. Циркуль. Может, его надо просто собрать? Ай, черт! Похоже, там что-то есть. Эй, Теус! Что такое? Кажется, я выпилил стенку. И за ней есть потайная комната. Да неужели? Я занят, черт побери. И где мой штангенциркуль? Сейчас, погоди. Да тут уборки не было лет 30. Как здорово! Тут столько всякой раритетной техники. Крутяк. Ой, черт побери, ты меня напугал. Ты слишком стар, чтобы сражаться, да? Извини, бро, я не хотел. Инсектор – один из самых многочисленных видов бадников. Внешне похожи на жуков, однако их передние конечности оснащены длинными когтями, способными пробивать усиленные стальные покрытия. Кровокрыл – жестокая и опасная тварь, внешне похожая на пчел. В полете развивают весьма высокие скорости, способны выстреливать сгустками высококонцентрированной кислоты из хвоста. Сегменталь – особо необычный вид бадников. Обладает высокой регенерацией ткани, атака в любой сегмент, кроме головы, вызовет его разделение, и со временем из каждого из них может вырасти еще один организм. Обалдеть! Теус не поверит тому, что я тут нашел. Спасибо большое за штангенциркуль, дружище. Я знал, что могу на тебя положиться. У меня тут кое-что поинтереснее. Вот, погляди. Ого, это что, бадники? Походу, да. Живые бадники. Из плоти и крови. Погоди, это получается, что Эгман роботизировал их? Наверное. Но там дальше написано, что он сражался с ними. Хотел их всех уничтожить? Как-то все это очень странно. Походу, здесь произошло что-то страшное задолго до нас. И я уверен, кое-кто знает ответы на все вопросы. Черт побери, этого еще не хватало. Бомер, где ты, черт бы тебя побрал? Просканируй повреждения.
Похоже, у нас кратковременная утечка во втором контуре. Канал восстановления не подлежит, его можно только заменить. Проклятие. Ну что ж, менять значит менять. Но для этого придется отключить весь агрегат. Недопустимо. Мы не знаем, что произойдет, если отключить его теперь. Вот именно, доктор. Мы не знаем этого. Мы не знаем всего об этой машине, и поэтому должны действовать осторожно. Задумайтесь уже наконец и остановите все это. Значит, это ты устроил. Осторожно, я уже действовал, и это ни к чему не привело. В этот раз мы зашли слишком далеко, чтобы поворачивать назад. И это тот риск, который я готов принять. Даже если это будет угрожать всей вселенной, Кому нужна вселенная, если ей не буду править я? это не самое разумное решение, доктор. А мне плевать. Я столько лет отдал, чтобы прийти к этому. Дробитель был последней каплей. Я добьюсь своего любой ценой. Тогда вы не оставляете мне выбора. Ради вашего же блага я должен остановить вас с помощью Соника или же без него. Эй, погоди-ка, турбоунитаз с глазами, или ты забыл? Видишь ту панель? Доверяй, но проверяй. Так говорят, да? Каждый разум выше 3-го класса оснащается встроенным генератором мощного электромагнитного импульса на случай перехвата управления или же предательства. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы твой процессор замкнул навсегда, то заткни свой чертов динамик и делай то, что я говорю. Нет, доктор. Вы запрограммировали меня неспособным на предательство, однако спасти я вас обязан, пусть даже от вас самого. Какой поворот событий, да? Что ж, я готов и к нему. Опачки. Убери лучше свою тыкалку, больше она тебе не понадобится. Это еще что значит? Один момент. Вы в огромной опасности. Можно даже сказать, что вы уже мертвы. Ха, как будто что-то новое сказал. Ты как нашел мое убежище? Твое убежище, оно до сих пор принадлежит доктору, равно как и куча камер, которую он тут понаставил очень давно. И чего тебе надо? Чего Эгману надо? Ему надо всего лишь огромной власти и кровавой мести, и для этого он построил одну очень опасную штуку. Я же хочу, чтобы вы объяснили ему, почему она так опасна. Вот это, конечно, нежданчик. То есть, ты хочешь, чтобы мы остановили Эгмана? Полагаю, что так, но шансы на успех невероятно малы. Эта машина способна убить каждого из вас. Неважно, как вы будете защищаться, от нее не убежать и не спрятаться. Это настоящее оружие из ада, которое может уничтожить все, и доктор обязательно это сделает, как только почувствует опасность. Поэтому вам нужно сделать это осторожно. Вот уж это мы умеем. Как на огромной ракете сейчас врежемся в его задницу и разъясним ему, что к чему. Ну, в тебе-то я не сомневаюсь. Ты нужен Эгману для удовлетворения его садистских наклонностей. Он хочет помучить тебя перед смертью, сломить тебя. А вот ты, Тейлз, тебе точно конец, если он вас заметит. И как, по-твоему, мы должны незаметно подлететь к нему на ракете? Есть один способ. Вам необходимо только... Что с тобой такое? Тут за... И ты тоже. Ключ к спасению будущего кроется в прошлом. Тут что-то от него осталось. Ты знаешь, что это такое? Понятия не имею. Какая-то деталь. Похоже, тут есть разъем. Может, это информационный накопитель? Если это так, то тут может быть что-то важное. Бумер не просто так разбился, прежде чем распылиться. Он хотел передать нам эту штуку. У меня нет слов. Бумер сдал своего хозяина, и тот избавился от него. Я никогда не видел таких разъемов. Возможно, только современные компьютеры Эгмана смогут это считать. Но точно не эти динозавры хрен знает какой давности. Тогда попробуем найти на яйце смерти компьютер. Если будет время, а его нет. Ты думаешь, он сказал правду?
Ну, про то, что ты по-любому не долетишь до Эгмана. А у нас есть выбор? Правда или нет? Мы должны рискнуть. Сколько тебе еще работать? Я почти закончил. Не будем терять времени. Твою ж, чуть не оторвался нафиг. О, чувак, ты там в порядке? За меня не беспокойся, если что, летать умею. Поднимайся в кабину, я сейчас. Где ты там застрял? Иду уже, иду. А чё ты себе место не сделал? Слезай, это мое место. Эгман не рассчитывал, что мы оба полетим. Придержишься на ящиках за что-нибудь. Ну что, мы готовы лететь? Да, открываю шахту. Ох ты ж, черт, твою... только не это. Я слышу воду? Да, именно ее. Остров погрузился в воду настолько, что теперь она течет сюда. Ну так сваливаем, быстрее! Рад бы, да не можем. Весь низ ракеты уже затопило. Сопла не будут гореть под водой. Ой-ой-ой, и что же нам теперь делать? Черт, черт, черт! Я так надеялся, что до этого не дойдет. Ты меня пугаешь, Теос, что ты задумал? Мне нужна твоя помощь. Разместите модули на ракете. Красный на верхних 2 ступенях, синий на самой нижней, посередине. Не перепутай. Что это вообще такое? Красные — это барьеры. Они защитят ракету от повреждений на некоторое время. Синие же — это сверхмощная взрывчатка, которая подорвет заполненную горючим нижнюю ступень и выбросит ракету вверх. Сверхмощная? А ты не боишься, что от твоего дома ничего не останется? Я не боюсь этого. Я знаю, что так и будет. Что? Ты хочешь взорвать свой дом? Посмотри вокруг. Весь остров опускается под воду. Моему дому уже конец, тут ничего не поделать. Мне больше нечего терять. Я вижу, но уничтожить его своими руками, уничтожить все воспоминания. Я знаю. Но мой дом не здесь. Он был с вами, пацаны, на острове Ангелов, с тобой. И он уже разрушен. Поэтому давай просто сделаем это. Закрыть, закрыть, закрыть. Проклятие! Ну конечно же, тебе нужно было заклинить именно сейчас. Ай, черт. Ёшки-матрёшки, вода! Как же я установлю эти штуки? Ладно, Соник, соберись. Бывало и хуже. Всего лишь надо нырнуть под воду и установить чертову взрывчатку. И вернуться на поверхность желательно. Ладно, на раз, два... Мы все сделали. Да, все модули размещены. Мы готовы к взлету. Ух ты ж, черт, моя голова. Голова пройдет, а теперь держись. Так грубо мы еще не взлетали.
Ты в порядке, дружище? Нет. И больше никогда не буду. Это уже и не важно. Эгман ответит за это, чувак. Эгман ответит. Вот мы и в открытом космосе. Никогда бы не подумал, что это станет таким обыденным делом. И не говори. Из-за Эгмана нам приходится делать много невероятных вещей. Не все из них скверные. Но это его не оправдывает. Не знаю, что он сделал со всеми, но ему придется ответить за все. Ты еще цел. Да, и меня это несказанно радует. Думаешь, слова Бумера и еще одна уловка Эгмана? Не уверен. После этого Бумер распался точно так же, как и Эми, Шэдоу, Наклз. Эгман уничтожил его, и не просто так. Значит, это правда? Как только мы приблизимся к яйцу смерти, доктор уничтожит и тебя? Есть только один способ это узнать. Он явно заметил нас. Ты в порядке? Плевать, я уничтожу. А эта штука может стрелять или что-то типа того? Черт, наверное, нет. Так много толку от твоей кровожадности. Самое главное — прорваться на станцию и найти жирного там. Благо подвижности у этой детки достаточно. Тогда вдарь по ней шпорами, потому что ракеты-то самонаводятся. Yeah! Не радуйся раньше времени. У него ведь не 4 ракеты в арсенале, да? Еще 4? Слишком щедро. Сейчас мы попробуем один маневр, который я назвал... А-а-а! Что, Тейлз, что такое? Боль! Я горю изнутри! Черт побери, ты светишься! Осторожнее, Соник! Я распадаюсь! Нет, Тейлз, нет, нет! Этого просто не может быть! Ты же знаешь, что это не остановить. Держись как-нибудь, не смей погибать, дружище! Я не могу. Нет, нет, не смей! Отомсти за нас. Нет, нет, нет. Я верю в тебя. Я сражался за тебя. Я был готов голосовать за тебя. Теперь же берегись, потому что я иду за тобой.
Задолбал! Наконец-то ты прибыл. Твое приключение затянулось. Мое приключение только начинается. Но вот твое придется прекратить, если ты не объяснишь мне, что происходит. Не в том ты состоянии, чтобы мне сейчас угрожать. Ты уже проиграл. Брось, Эгман. Ты знаешь, что я легко увернусь от пуль. Это бесполезно. В принципе, да. Наверное, в этом ты прав. О, неожиданно. Это была моя последняя пушка. Вообще. Но не последнее оружие. Где они? Что ты с ними сделал? Эмиру, Шэдоу, Накус, Бумер, Теос. Где все? Кто? Я таких не знаю. Никогда не слышал эти имена. Не придуряйся, жиртрез. Ты прекрасно знаешь, кто это. А я знаю, что ты стоишь за всем этим. Поэтому отвечай, что ты с ними сделал? Куда все исчезли? Ничего. Буквально. Потому что никто никуда не исчезал. Потому что никого из них никогда и не было. Что ты имеешь в виду? Ну же, Ёж, я знаю, что ты можешь это сделать сам. Догадайся. Я слежу за тобой с того самого момента, как ты обнаружил следы моих экспериментов в первом секторе. Значит, это был ты. Ну, естественно. Но с того самого момента ты шастал по миру, пытаясь найти то, чего нет. Спасти тех, кого не существует. И теперь ты здесь, полностью в моей власти. И тебе удалось наткнуться на множество мест, которые поведали бы тебе одну историю. Мою историю. Если бы ты не был так туп, то все давно понял бы. Ты хочешь объяснений.
Будут тебе объяснения, так уж и быть. Исполню твое предсмертное желание. Мобиус не всегда был таким. Когда-то это была совершенно другая планета, другой мир. Все было иначе. До вас было немало претендентов побороться за мою голову. Когда моя экспедиция рухнула на эту чертову планету, выжил только я. И с тех самых пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь. Думаешь, ты мой самый заклятый враг? Думаешь, ты самая большая заноза в моей заднице? Нет. Когда я прибыл на Мобиус, я видел вещи пострашнее тебя и твоих несносных дружков. Кластер! Вот настоящая угроза. Вы ничто по сравнению с ними. Это случаем не те огромные насекомые, покрытые металлом. Не просто металлом, кое-чем похуже. Каждый из них — это уникальный органический механизм. Невероятное сплетение живой органики и синтетики. И одновременно с этим они ужасные и опасные твари. Борьба за выживание с ними запомнилась мне как война кластера. Они покушались на мою империю и победили. Ценой своей жизни и жизни всего Мобиуса. Ты говоришь так, будто Мобиус был уничтожен. А так и есть. В центре всей моей империи была одна конструкция — суперстанция. Эти твари уничтожили ее, и вместе с ней всю планету. Я не знаю, что точно произошло. По-хорошему, такой мощный взрыв разнес бы планету на части. Но, видать, Мобиус еще хотел жить. Возможно, его удержало гравитационное поле, божья воля или что-то еще. Я до сих пор не знаю. Но планета осталась целой. Однако обломки ее суши разнесло по всей водной глади. Как ты-то вообще выжил? Я пережил этот момент в бункере. Мне невероятно повезло с этим. Потому что взрыв выплеснул на поверхность планеты всю заразу, которая хранилась внутри. Химические испарения, радиация, все, что нужно для счастья. Кластер был уничтожен. Почти вся живность, которая была на тот момент, тоже. А те, кто не подох в облаке газов, начали мутировать. Так, мне это уже не нравится. К чему ты клонишь? Зачем ты мне все это рассказываешь? Потому что я уверен, вы все, это результат моей ошибки. Вы, проклятые мутанты, появившиеся после взрыва. Если бы не было его, не было бы вас. Что-то ты загоняешься, Эгман. А теперь переходим к той самой части, где ты падаешь на колени и осознаешь тщетность своего бытия. Потому что я нашел способ исправить эту ошибку. Что? Раньше я искал оружие, способное победить тебя. В какой-то степени я достиг своей цели. Только это нельзя назвать оружием. Скорее, методом. Идеей, которая сама все расставляет на свои места. Это машина Теуза? Это невероятное сочетание наших технологий и древних знаний Ехидны. Могущественный артефакт древней цивилизации, который я нашел в затопленном городе в глубинах океана, превратил ее в великий агрегат, способный контролировать абсолютно все. Что за черт? Ты просто взял, украл и изменил машину времени Теуза? Это больше не машина времени. Это Стайдек. Система таймерной дезинтеграции Эгмана. Звучит, будто его задача в дезинтеграции тебя, Эгман. Нет! Это звучит, будто я ее создал. Она принадлежит мне. Не перебивай. Это позволит мне наконец одержать победу над тобой. Точнее, я же ведь уже победил. Тебя уже нет. Что за чушь ты несешь? Вот он я, цел и невредим. И невероятно зол. Нет, тебя нет. Потому что я использовал машину времени, чтобы исправить свою досадную ошибку. Я никогда не строю суперстанцию. Она не была взорвана, и Мобиус не был поглощен облаком радиации. И это не привело к появлению тебя. Да, я сделал это. Но без Стайдега мне бы это не удалось. Вселенная надежно защищает нас и себя от парадоксов. А последствия моих действий в прошлом нехило бы так повлияли на настоящее. В этом и суть моей машины.
Ехидны научились вводить пространство в вечно и постоянно неизменное состояние. Фиксация. И именно фиксатор, который я обнаружил, позволяет пропускать в настоящее только те последствия, которые мне нужны. Ты безумен. Более чем когда-либо. Это же невероятно опасная затея. Ха-ха-ха. С момента встречи с тобой я неизменно был таким. Но мы вместе одолели хаоса. Я думал, ты изменился. Нет, не изменился. Не в этом плане. Но хаос сделал так, что для реализации моих планов у меня осталось всего пара лет. Либо я совершу то, к чему стремился всю жизнь, либо подохну как животное в полном одиночестве с отказавшей нервной системой, зная, что мог поступить иначе. О чем ты? Это все из-за хаоса? Поэтому мне плевать, что мы с вами пережили. Мне плевать, что когда-то мы сражались на одной стороне. Поэтому последние месяцы своей жизни я всецело отдаю тому, чтобы сделать свое настоящее таким, каким оно должно быть. И в моем настоящем не было бы твоей любимой Эми без моей суперстанции. Однако моя команда именно так и стала. Руш, Шэдоу, Наклз, Теос, даже Бумер. В новом потоке событий никого из них нет, и я принимаю это. А как же Наклз? Он говорил о какой-то катастрофе много лет назад. Но как это, черт побери, повлияло на него? Если ты прав, и мы действительно мутировавшие животные, то что стало с ним? Одна. Только одна. Что одна? Одна ядерная боеголовка. Что за... Перетащив в прошлое парочку современных технологий, я понял, что без труда могу уничтожить ваш чертов остров ангелов. Одного залпа оказалось вполне достаточно, чтобы парящий остров перестал парить. Навсегда. В этот раз ты зашел далеко. Слишком далеко. Я не знаю, насколько ты прав насчет того, что мы мутанты, результаты твоей ошибки. Но в одном ты точно не прав. Ты не можешь изменять реальность как хочешь. Теперь я понял, что хотел сказать Бумер. Ты играешь силами за пределами твоего понимания. Эта жестянка осознала все быстрее тебя. Эта жестянка не осознает, что пережил я. После стольких поражений мне уже плевать, что произойдет. Я буду властвовать этой вселенной или сожгу ее дотла. Не бывать этому! Даже самое быстрое существо в мире не способно убежать от времени. А теперь посмотри на меня, взгляни в глаза своей смерти и скажи мне, каково это быть стертым из истории, никогда не существовать. Скажи мне, Соник, пока ты еще здесь, что ты чувствуешь? Невероятно. У меня получилось. Соник мертв. Нет, не мертв. Его никогда не было. И его дружков тоже никогда не было. Теперь никто не встанет у меня на пути. Да! Да! Теперь, когда я формирую мир по своей воле, я могу вернуться обратно на Землю. Они ответят за все. Но не стоит ли ответить сперва вам? Какого черта? Я тебя дезинтегрировал, предатель! Тебя не существует! Я резервная программа.
Носитель был отделен от моего корпуса в процессе, поэтому система и не задела его. Поэтому это уже не бумер, это чистый лист. Опять ты за свое. Я достиг того, чего хотел. Соник уничтожен, и теперь никто не встанет у меня на пути. Именно это и самое страшное. Соник натворил немало дел на этом свете. Последствия его действий огромны. Его дезинтеграция — это огромная нагрузка на машину, которую она не в состоянии выдержать. Что происходит? Вы создали монстра, принцип действия которого не поняли до конца. Вы не просто изменили события прошлого и применяете последствия на настоящее. Вы нашли другую, параллельную временную линию и выборочно сливаете ее с нашей. И теперь, когда машина больше не может сдерживать весь этот поток парадоксов, слияние уже не остановить. Ну и пусть. Новый мир без Соника — это все, что мне нужно. Пускай этот канет в бесконечность, мне плевать. Новый мир — это не просто мир без Соника. В новом мире отражаются все последствия вашего решения отказаться от суперстанции. Ведь без нее война с кластером длилась бы долгие годы, и даже с современными технологиями закончилась вашим поражением. В этом новом мире нет Мобиуса, нет кластера, ну и нет вас. Нет, это просто не может так закончиться. Я видел это, и специально поэтому я настоял на разработке протокола «Чистый лист». Я зафиксировал мир таким, каким он был 35 лет назад, когда вы прибыли сюда. Еще не поздно все вернуть на свои места. Мы можем слить состояние мира не с параллельным настоящим, а нашим прошлым. Мы вернем все как было. Решение только ваше. Активируйте протокол «Чистый лист». Или вы возвращаетесь в тот мир, где появится Соник, или же в тот мир, где вы мертвы. Выбор за вами. Ну почему? Как только я достиг успеха, все оборачивается вот так. Я же ведь победил. Я уничтожил своих врагов. Почему? За что мне это? Активировать протокол «Чистый лист». Слушаюсь. Это был самый страшный наш полет. Корабль вошел в атмосферу и рухнул на землю с огромной силой. Не думал, что кто-то способен пережить такое. Не уверен, что рад тому, что выжил сам. Корабль был разбит. Товарищи мои погибли. Наше братство было крепко,
но проклятые люди все разрушили. Связаться с землей не удалось, и я понял, что застрял здесь надолго. Поэтому сразу же приступил к обустройству лагеря. Моих навыков хватило, чтобы переоборудовать обломки корабля в командный центр. И я приступил к тому, ради чего мы сюда, черт побери, прибыли. Изучать. Из обломков я собрал нескольких разведчиков. Они помогли мне исследовать богатый мир Мобиуса. Настоящая райская планета. Как же я ошибался. Постаравшись закрепиться здесь надолго, я расширил свои границы. Я создал машины для добычи местных залежей металлов. Это позволило мне расшириться еще сильнее. Но и совершить, наверное, самую большую ошибку в моей жизни. Тогда некоторые мои дроны начали пропадать. На них нападала местная фауна. Большие насекомые, общий вид которых я назвал бадники. Мы пытались взять отпор, но бадники только усиливали свои нападения. Они действовали настолько методично и четко, что я бы сказал, что они действуют словно под чьим-то командованием. Как единый кластер. А тем временем я усиленно строил заводы, фабрики, города. Суперстанцию, источник жизни моей империи. Но атаки бадников становились сильнее с каждым разом. Я принял решение построить ракетную шахту и свалить отсюда к чертям. Мне не дали этого сделать. В один день, ужасный день, эти твари устроили массированную атаку на Метрополис. Кто бы мог подумать, что одновременно с этим они также проводят диверсионную атаку на суперстанции. Они пробрались к центральному генератору и вывели его из строя. Так и закончилась моя война с кластером. Никогда бы не подумал, что такой взрыв можно пережить. Станция взорвалась, взорвав с собой материк. Большая часть земли ушла под воду, оставив на поверхности лишь несколько небольших островов. Мне повезло, что я тогда был на строительстве комплекса, смог укрыться в бункере. Радиация покрыла всю планету и сгубила все живое. Она закрыла меня под землей на 10 лет. Я рассуждал, думал, возможно, постепенно сходил с ума. И как бы глубоко я ни сидел, радиация проникла и туда. Я сильно изменился, как внутри, так и снаружи. Однако меня это не волновало. У меня наконец-то появилась цель. Месть. За моих товарищей. За профессора. За себя самого. Выйдя на поверхность, я не узнал этот мир. Неведомые мне силы, пробужденные катастрофой, преобразили его. Ландшафты, флору, фауну. Лишь энергетические кольца, разбросанные взрывом по всей планете, напоминали мне о случившемся. И я принялся править этим миром. Я создал свою империю. Я создал армию роботов по образу и подобию моих бывших врагов. Кто бы мог представить, каких высот я достиг бы, если бы не появился он.